Он чувствует больше, чем думал, но его планы поменяют все. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру, и сегодняшняя наша с вами встреча посвящена гаданию на картах Таро на отношения, и мы начнем с того, что посмотрим, что он чувствует к вам прямо сейчас, а дальше, согласно потоку, будем рассматривать абсолютно разные вопросы. Их будет очень много сегодня. Настройтесь на длинное потоковое чтение карт. Расслабьтесь, настройтесь на себя, на свою ситуацию, на своего партнера, на своего мужчину. Ну, больше на мужчину, конечно, но можно на женщину настроиться и смотреть со стороны мужчины. И давайте первая карта. Вот что он чувствует к тебе прямо сейчас. А там посмотрим, куда заведет нас этот ченнелинг, потоковое чтение, общий расклад Таро на отношения. Так, что он чувствует? Ну, чувствует он себя королем ситуации. Выпадает вот прямо король пентаклей, и он чувствует к вам, по отношению к вам, что он человек, который выглядит как минимум надежным. Он чувствует, что вы ему доверяете. То есть он чувствует, что рядом с вами он находится на своем месте. Его статус, его внешний вид, где-то может быть его эго мужское, выпал так прямо король, соответствует тем отношениям, в которых вы находитесь. Вот услышьте вот это. В принципе, он чувствует себя рядом с вами мужчиной. Так ли это на самом деле в вашей ситуации? Это уже вам виднее, но помните о том, что это общий расклад, и где-то для чего-то то, что он чувствует себя мужчиной, вам нужно услышать. Хорошо, а когда вот вспоминает тебя, давай вот, мне почему-то навеивает воспоминание эта карта. Вот когда он тебя вспоминает о тебе, что он чувствует? Опять то же самое, смотри, десятка пентаклей. Здесь такое ощущение, что когда вспоминает о тебе, он чувствует семью и, ну, как бы воспринимает себя и тебя как единым целым, как частью чего-то общего и как продолжение какого-то начала. Интересно, интересно, интересно. Хорошо. Тогда давай спросим. А вот у меня такое ощущение, да, это есть вот тут в тонах этих карт, да, есть некое ощущение подавленности. Вот давай посмотрим. Здесь телец, а здесь десятка пентаклей, что-то есть тяжелое, да. Какие эмоции он подавляет в себе? Или что он в себе подавляет? Больше эмоций. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А здесь выпадает десятка мечей. Десятка мечей — это о прекращении чего-то. Он борется с тем, чтобы что-то прекратить. Ну, может быть, все-таки здесь он хочет что-то по-другому, да, как-то по-другому в этих отношениях. И он вот с этим борется. То есть он подавляет в себе эмоции, которые подталкивают его к прекращению того, что между вами, скорее всего. И, ну, здесь это их не хорошо, не плохо. Ну, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это может быть и плохо, когда человек что-то подавляет, да. И оно у него уже, оно ему уже очень больно. Он уже страдает. Десятка мечей. То есть он подавляет в себе эмоцию прекращения. Окей? Давай спросим тогда, вот здесь идет у меня вопрос на отношения. Вот что он не может позволить себе в чувствах? Какие он чувства себе не позволяет категорически? Здесь выпадает восьмерка кубков, то есть он не позволяет уйти от тебя себе. Или он блокирует те эмоции, которые его от тебя
уведут куда-то или заставят уйти. То есть эмоции расставания. То есть негативные эмоции. То есть ему с тобой как бы не было тяжело, но бросить или потерять он тебя не может. Окей. То есть он подавляет в себе эмоции расставания. Вот так. Хорошо, давай спросим, как его тело реагирует на твою энергию. Здесь смотри, выпадает вообще королева, но это чисто мужские карты, да, вот такая, карты мужских энергий, мискулиновые карты. Смотри, здесь вот как он реагирует на твою энергию, он чувствует, что твоя энергия, особенно сексуальная, имеет власть над ним. Поэтому он чувствует, что ты контролируешь его сексуальность. Окей. Давай спросим, что вызывает у него внутренний трепет и мысли о тебе. Вот что является тем триггером, что он думает о тебе и трепещет при этом, да? Ну, какое-то внутреннее у него такое происходит, да? Что есть тем триггером? Ну, смотри, здесь двойка пентаклей. Двойка пентаклей, она об игре. Ты знаешь, когда он чувствует, или она чувствует, да, что ты с ним играешь или заигрываешь, да, вот такое вот какое-то легкое заигрывание. Поэтому внутренний трепет и мысли о тебе в нем вызывает твоя игривость, легкость твоя. Вот ты, если ты тяжелый человек, да, условно говоря, когда ты входишь в состояние тяжелого человека, ему тяжело, да, вот здесь тяжесть, да, то, что я говорил. А если ты легкий, легкая, да, тогда это, от этого он трепещет. То есть твоя легкость и умение поменять, вот, допустим, может быть даже свое состояние с одного на другое. Ну, у меня почему-то такое ощущение, что у него еще возникает такая некая мысль, что все изменится к лучшему. И от этого, да, вот когда что-то меняется к лучшему в ваших отношениях, от этого у него и как бы есть и возникают и мысли, ему и хочется думать, и его душа трепещет. Вот так. Давай спросим, вот какая у него эмоция самая сильная в нем? Страх, страсть, нежность, ревность, вот такое. Какая эмоция у него самая сильная? Флирт. Флирт, игра, паж кубков выпадает. Ну, давай так скажу. Нежность больше. Больше нежность и вот проявление чувств. Да, вот где он растворяется, и где ты, может быть, где-то растворяешься, он растворяется. Давай так скажем. У него вызывает самая большая эмоция, когда вы флиртуете и когда вы открываете какие-то чувства, да, когда между вами вот эта романтика, поэтому больше вот это именно эмоция романтического вовлечения в процесс, да, ну где-то это тогда похоже на какой-то, ну, на какую-то прелюдию к каким-то отношениям пока что у меня, то, что я чувствую, да, по раскладу, но ну, как бы первая фиксация этих отношений. Окей. Хорошо. То есть здесь флирт и вовлеченность, да, такая есть. Хорошо. Давай тогда так. В чем он не может признаться даже самому себе?
Он до сих пор не верит в то, что имеет над тобой власть. Он в это не верит. Ты, может быть, и веришь. Здесь шестерка пентаклей выпадает. Я специально вам озвучиваю карты, чтобы вы, может быть, там где-то себе интерпретировали как-то или сравнивали с тем, что я говорю, да, что я их не замалчиваю. Давай так. Он не может себе признаться, что имеет над тобой власть, что он твой покровитель. Может быть, себя недооценивает, может, пока не готов оценить себя, то есть, ну, здесь покровитель. Шестерка пентаклей — это покровительство, поэтому он не готов себе признаться, что он есть твой господин. Интересно, когда. Что бы он сказал, если бы не боялся? Что бы он сказал, если бы не боялся? Если бы не боялся, он бы так и сказал: я знаю, как тобой управлять, я знаю, как тобой, как быть покровителем или как быть твоим господином. Вот. Я знаю, что я хочу. То есть он где-то себе свободы какой-то не дает. Выпадает рыцарь мечей. Это агрессивная политика доминирования. То есть это агрессивное доминирование. То есть где-то какую-то свою агрессию он боится показывать. Или не готов пока, да. Или не готов признать. То есть где-то его позиция изначально немножко противоречит позиции, которая в развитии идет, в динамике, да. То есть, если изначально он заходит в отношения уверенный в себе, то где-то на каком-то этапе, ну вот мы уже сделали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 карт, ну 9 вопросов, да, 9 шагов он делает и начинает чуть-чуть подбуксовывать, да, 8-9 шагов. Ну ок. Как его чувства к тебе меняются с каждым днем? Какова динамика? Ну, пока что это игра. И, ну, вот оно, игра, заигрывание. Ну, все в процессе. Есть и противоречия, но эти противоречия какие-то или конфликты, они сглаживаются процессом игры. Поэтому, ну, пока что это позитивная динамика. Все-таки даже если есть споры, то он готов в этом процессе как-то, ну, давай скажем, он готов в этом процессе участвовать. То есть он не отказывается от трудностей. Пока что вот так, да. То есть если с каждым днем он готов преодолевать все большие препятствия. Вот так почему-то у меня в этом пассиансе это все звучит. Вот что он думает о тебе, когда остается наедине с самим собой. Вот. Не готов тебя терять, чувствует где-то власть над тобой сдалека. И ну, там он не уверен до конца, что эта власть есть, но не готов тебя терять. То есть, ну, например, я бы не хотел с ней расстаться, да, или она мне дорога, и я все равно получу то, что я хочу, да, вот такое. То есть о власти, но где-то он, может быть, не до конца понимает, как быть дальше и что будет дальше, что впереди. Он где-то, может быть, пока не видит будущего, но терять он не готов пока. Окей. А давай тогда спросим, вот как он логически объясняет себе связь с вами? Ну, логически это страшный суд. По страшному суду я бы сказал так, что никакой логики здесь нет. Здесь какая-то революция, и поживем увидим. Поживем увидим. Все, вот логически все нужное останется, а все лишнее само как-то отпадет. Но такого, как с вами, у него не было. Это что-то новенькое, вот так. Давай тогда спросим, что в тебе его пугает?
Отдаление. Шестерка мечей. Отдаление и твоя инициатива, когда ты достаточно резка и когда ты как бы как мужчина, да, вот как резкий человек, да, когда ты агрессивно, когда ты берешь всю инициативу на себя или всю ответственность. То есть ему важно здесь где-то иметь свою альфу сохранять, да. Вот когда ты омега, бог с тобой, да, а вот когда ты альфа, это его прям пугает. В чем он не может тебе довериться? Не может он тебе дать и передать всю инициативу. Он не может довериться тебе, чтобы ты его учил или учила. И он не может тебе довериться в том, чтобы ты отсекала все лишнее, да, то есть или убирала все лишнее. То есть он не доверяет тебе, твоей инициативе и твоему физическому вмешательству в процесс ваших отношений. Ну, то есть здесь мы видим такого, да, отсекателя от глыбы, да, как он, не архитектор, господи, а скульптора, да, так вот, он не доверяет тебе делать резких движений, опять-таки, то есть, и не доверяет тебе делать, где-то какую-то опасную работу или работу тонкую, да, то есть, по сути, то, что я чувствую, он отсекает тебя от возможности что-то отсечь. Или убирает тебя от возможности что-то отсечь. Ну и может быть он даже не доверяет твоему опыту где-то и твоему желанию развиваться. Тут уже смотри сама. Или сам. Хорошо. А давай спросим. Давай спросим так. Как он думает? Вот как ты его воспринимаешь? Как он видит твое восприятие его? Он думает, что ты его воспринимаешь каким-то неопытным человеком. Здесь идет паш жезлов. И, знаешь, он думает, что ты видишь в нем какого-то новичка, неопытного человека, хотя он хочет казаться именно королем пентаклей. И он думает, что ты его воспринимаешь как человека, который к ней тянется, паш. Да? Паш это вот как новичок, и он постоянно должен быть на виду. Но также он думает, что ты его воспринимаешь как нового человека в своей жизни. И, возможно, не сильно похожего на человека, который был уже, да, то есть с другим человеком. Здесь может быть такое, что он чувствует, что ты его воспринимаешь человеком, который заинтересован своим партнером. Все-таки больше заинтересован, хотя и где-то наивный, да. Хорошо. Тогда давай спросим, а что в тебе его заставляет задуматься, да, или задевает и заставляет задуматься вот так? Здесь все-таки идет королева кубков, да, чрезмерная эмоциональность и может быть или чрезмерная открытость, или чрезмерная закрытость. Тут уже нужно смотреть, у меня почему-то это чрезмерная закрытость по этой карте. Королева кубков это рак, это закрытые карты всегда. То есть это закрытость, эмоциональная закрытость. Или какая-то закрытая эмоция, которую он замечает. Да? Например, там, где надо плакать, ты молчишь, там, где надо смеяться, ты молчишь, да, или там, где надо плакать, ты смеешься, а там, где надо смеяться, ты плачешь. Вот такое вот. Тогда с чем он?
С чем он не может смириться внутри себя? Внутри себя он не может смириться с безразличием. Но, скорее всего, это где-то не его безразличие. И внутри себя он не может смириться с тем, что это будет все равно. Поэтому, наверное, и твое внимание для него важно все равно. Так же, как и его внимание к тебе. Окей. Что вот в его жизни не совпадает с тем, что он чувствует? Интересный такой вопрос родился отсюда, да, из хаоса. Ну, тут несовпадение. Вот, дурак, страшный суд, двойка, да. Что в его жизни не совпадает с тем, что он чувствует? Да он не хочет, не может тебя терять, боится тебя терять. То есть он страдает, когда его выгоняют, изгоняют, да. То есть у него как бы ожидание и реальность — это в любом случае быть вместе. Ну, как бы вот так вот. То есть он разделяться, сепарация, да, изгнанничество или отделение, оно не встраивается в парадигму мира или видение мира ваших отношений. Поэтому вот он чувствует к тебе чувства, да, он их вот такие сформировал. Но оно не совпадает с тем, что, возможно, вы будете не вместе. Понимаешь? Вот так. Ну, вот, по-другому никак не могу объяснить. Ну, или иными словами, как мне кажется, более просто. Он чувствует, что потерять тебя не может. Или разделиться вы не можете. Да, 5 пентаклей. То есть вы не должны страдать. Как бы. Ну, скорее всего, да. Он может и чувствовать, что вы не для страдания, но где-то вы страдаете вместе, да, и это нужно убирать, вот это страдание, убрать его как-то, да, или сгладить, или уменьшить и так далее. Ну, тут страшный суд, конечно, это страдание. Где-то для кого-то за грехи, да. Хорошо, а как он оправдывает перед собой, не перед тобой, свое поведение? Что он себе, чем он себя успокаивает, да? Ну, он хозяин ситуации. Опять, смотри, мы возвращаемся в короля пентаклей, но на меньшем уровне. И он тебя не потеряет. Он все равно тебя не отпустит. Ты все равно от него никуда не денешься. Он какую-то власть над тобой имеет. Поэтому, как он оправдывает перед собой свое поведение, никто никуда не денется. Вот оно зафиксировано. Сейчас это произойти не может. Поэтому, ну куда ты денешься, да? Как бы вот так. Ты и так как бы предана мне, да? Ну вот. Ты и так у моих ног, да? Хорошо. А вот в чем его разум идет вразрез с сердцем его? Мы сегодня прям он как на детекторе лжи, да, у нас? Разум с сердцем. А вот здесь разум с сердцем и не дружат. Здесь башня. И в материальном аспекте разум и сердце, то есть где-то есть что-то важное, материальное между вами, что соединиться или не может как бы душа с разумом договориться. Есть какой-то важный материальный вопрос, который может стать камнем преткновения и причиной разрушения или потрясения ваших отношений. Давай тогда спросим, чего он хотел от тебя изначально. Он хотел любви, заботы, как раньше. То есть он хотел где-то похожего на то, что уже когда-то было. 6 кубков. Возле башни. То есть он хотел, может быть, где-то исцеление души, исцеление разума и какого-то легкого
легкого, комфортного, легких, комфортных чувств. Вот так. Давай хорошо, если он вот этого хотел от тебя изначально, тогда что он решил по поводу тебя изначально, в самом начале? Что он решил по поводу тебя в самом начале? Ну, он решил, что у вас одна и та же цель, и что вы можете быть, ну, как бы идти к этой цели, побеждая все, превозмогая любые препятствия, и что он лидер, а ты ведомый. Он всадник, а ты лошадь, условно говоря, да, то есть он изначально почувствовал себя лидером в этих отношениях, то есть первым, правым, верным, сильным, надежным, да, то есть он почувствовал силу, да, вот так. То есть изначально он решил по поводу тебя, что он будет управлять ситуацией, инициативу ты перехватывать никак не будешь. Изначально была ли ты участницей его планов, да, вот так, его жизненных планов? Была ли ты изначально участницей его жизненных планов? Скорее да. Здесь лев. Да, это благодаря энергиям каким-то. Энергиям огня, энергиям сексуальной энергии, энергиям игры, азарта и, ну, радости. Просто вот жизнерадостность помогала вам изначально входить в его планы или объединять планы свои и его, да, в единое целое. Хорошо, давай вот смотри, дурак, да? По дураку хорошо просматриваются любые путешествия, начало. Вот какой сценарий отношений он строил в своем уме? Сценарий отношений. А смотри, тройка жезлов — это всегда перспективы. То есть он понимал, ну, что перед вами открыты все дороги. Он чувствовал, и у него, он прямо вот реально, какой сценарий, перспективный сценарий, что будет все развиваться, что вы будете вместе, что вы будете преданы друг другу, что вы будете как бы там связаны, помогать, что даже если он будет отдаляться, ты его будешь ждать, что если ты будешь отдаляться, он тебя будет ждать. То есть это, ну, перспектива всей жизни вместе, да, то есть человек открылся, да, можно так сказать, ну, как бы внутри себя, да, в планах и так далее. То есть в уме он видел в тебе потрясающую перспективу. Здесь прям шестерка жезлов, тройка жезлов, еще и сила, да, то есть все планы связывались с тобой. Хорошо, но тогда что он хотел взять от этой связи, но не давая взамен? То есть в чем его выгода, да? Вот так. Что он хотел взять от этой связи, но взамен не отдавая? Вот эту карту проверяем. Инициативу. Ему и тогда, и сейчас, ну, возможно, сейчас я уже, ну, не скажу, да, потом, может быть, из потока возьмем этот вопрос. Ему важна была инициатива, и он эту инициативу тебе отдавать не хотел. А смотри, какая карта выпадает. А выпадает туз мечей. Поэтому инициатива. Он хотел брать на себя инициативу, и отдавать инициативу он не хочет. Вот здесь вот эта вот карта по отсеканию. Да, вот она про эту инициативу, где если ты достаешь свои инструменты, свою инициативу, свой опыт, ему это не надо. То есть здесь он стремится пока, ну или стремился к пассивному партнеру, то бишь тебя. Ты пассивный партнер, а он достаточно активный. Где-то, может быть, он недостаточно активен. Почему? Потому что есть какие-то качества недоразвитые, условно говоря, да, ну давайте, недоразвитые не очень красиво звучит, недоактивированные.
Хорошо, тогда какие у него были ограничения, мешающие вашему сближению? Страхи. Только страхи. Страхи, и он не сильно хотел рисковать. Вот так. Страхи и возможные риски. То есть человек, возможно, продуманный и, в меру боязливый. Я бы не сказал, что он прямо боягуз, да, мягко говоря. Но может быть просто, такой прагматичный человек, для которого риск, чрезмерный риск, он не оправдан, да. Или вообще риски лучше исключить. Или продумывал, чем он рискует при этом. Но тем не менее отпускать он тебя не собирался. Окей. Хорошо. Вот кто или что в его жизни мешало когда-то вам быть ближе, вашему сближению? Смотри, здесь 8 мечей и 16 башня, да, разрушение связей, да, страшное разрушение связей. Кто что мешал вам быть ближе? Предательство. Только предательство, и это, скорее всего, предатель. Это больше мужская карта, 5 мечей. Но предательство, предательница. Кто что? Что предатель? Не, что предательство и кто предатель? Может быть предательство или предательница. А что он действительно тогда считал безопасным сценарием? Ой, безопасным сценарием у него, может быть, у него действительно где-то паранойя, да? Тут как иллюзия. Безопасным сценарием он считал иллюзию или ничего не считал, или что угодно, да? То есть, по сути, он не рассматривал особо безопасные сценарии. Это, может быть, нагоняло какую-то элемент вот этой паранойи, да, за что, где он цеплялся за что-то, да. Поэтому, давай так, безопасного сценария для развития для него не было. 7 кубков есть иллюзия. Или что угодно. Но опять-таки, что угодно, это или ему все было безопасно, или все было небезопасно. Хорошо, а с кем он тебя сравнивал в своем мысли, да, в твоих мыслях и опыте, да, с кем он тебя сравнивал? В мыслях и опыте. Ой, тут какой-то человек с защитником с каким-то. То есть человеком, который умеет защищать свои интересы и отстаивать свои интересы. Это такой часовой, пограничник или защитник. Давай, это все-таки больше такой сильный человек, который умеет защищать и отстаивать свои интересы. Защитник, пограничник. Окей. Хорошо. Вот давай теперь посмотрим, чего он хотел избежать, но ты это открыла, да, вот как бы вскрыла внутри него это, чего он не хотел показывать. Выпадает дьявол, свою тень. Тень он тщательно маскирует. Этот человек действительно не просто так, да. Давай так, я скажу дьявол, а ты можешь поставить на паузу, подумать и написать в комментарии, вот, что было тем дьяволом, той тенью в нем, что он тщательно вскрывал, но ты взяла и вскрыла этого дьявола в нем. Какой он? Дьявол. Дьявол всегда это обязательства какие-то, манипуляции, привязки какие-то, зависимые ситуации, выгода от зависимых и созависимых ситуаций. Поэтому это зависимость, созависимость и, может быть, какие-то темные влечения, сексуальные влечения и так далее. Дьявол есть дьявол. Дьявол это всегда секс, дьявол это всегда деньги, зависимость, какие-то козни, какие-то шантажи, все темное, что может быть. Поэтому где-то какую-то черную изюминку ты в нем вскрыла в свое время. Да? Помешало это или нет? Не знаю. И смотри, если здесь тут часовой, а здесь дьявол, то ты
бдительно смотрела, проявится ли дьявол или нет в этих отношениях. Но он проявился, видишь, ты вскрыла его. Ну хорошо, тогда давай спросим, а что изменилось тогда в намерениях из-за того, что вот ты вскрыла этого дьявола? Что изменилось? А он изменил, это королева Пентаклей, материальное отношение к тебе, то есть материальную поддержку. То есть все, что выражается в деньгах и в физической силе по отношению к тебе, это изменилось. Ну, может быть, он стал тебе давать больше, ну, а может быть, наоборот, меньше. То есть он или усилил финансовую поддержку твою, или ослабил ее, наоборот. Ну, как правило, по дьяволу в основном ослабляют. Сперва дают по дьяволу, а потом забирают. Да? Дают меньше, забирают больше. Ну или наоборот, если ты, допустим, ну, он услышал, что у него какая-то, допустим, материальная зависимость, и он стал щедрее, тогда он стал давать больше тебе. Ну, дарить больше подарков, например, или оказывать внимание на материальном уровне, или вкладываться в эти отношения. Какие поступки, давай спросим, он начал обдумывать впервые после вот этих событий, недавних ваших? Он начал обдумывать, как вам было вместе классно. То есть он начал вспоминать прошлое и начал вспоминать это, что это было классно. То есть он начал ценить то, что недооценивал. И где-то эти поступки, они связаны с домом, с компанией, с уютом и с времяпровождением, в котором вам вместе было классно, как говорится, да. Вот как по-другому он теперь смотрит на вас сейчас? Ну, лучше, хуже, да, вот как он по-другому смотрит на вас сейчас? Или что он видит, когда он смотрит на вас сейчас, вот после того, что происходит? Ну, сейчас он более взвешенно на вас смотрит. Наверное, вот все-таки здесь дьявол, а здесь умеренность 14. Он больше вас воспринимает как более близкого человека, как родственную душу больше, да, нежели меньше. Вот что после этого он стал бояться потерять? Он боится вас потерять как партнера, боится потерять свое сердце, разум и вообще боится потерять даже вот, ну, он боится разрыва. Тройка мечей выпадает. Здесь эта карта тройка мечей. Поэтому, ну, по сути, он боится потерять отношения. Тройка мечей — это разбитое сердце, он боится разрыва отношений. Окей, ну, такое тоже может быть. Хорошо. А какая мысль о тебе не отпускает его? Давай смотреть. Но он боится, что не будет встречи. То есть он хочет все время встречаться. Паш Пентаклей. Постоянно цикл должен продолжаться, и вы должны видеть друг друга на материальном уровне. Паш Пентаклей. И ну, мысль о тебе не отпускает его. Он думает, что ты согласишься на его предложение. Будешь согласна с ним по поводу чего-то, да? По поводу каких-то моментов, которые, ну, возможно, вы обсуждали, да, то есть, ну, он думает, что ты согласишься с ним. Окей. А вот давай тогда спросим, а что он настолько полюбил, вот то, что у вас произошло, что он теперь после этого разлюбить не может, да? Ну, это не обязательно что-то с тобой связано, но вас объединяющее, да? Что он полюбил? Ой, здесь выпадает императрица. Я вам скажу так. Он полюбил твою заботу. По императрице это материнская забота. И вот твое вот именно тебя как человека, как тело физическое. То есть смотри, он рад твоему физическому состоянию. То есть
по этой карте тебя должно быть много, но желательно, чтобы это было гармонично много. То есть он полюбил тебя такой, какая ты есть на самом деле, да, вот в той форме, в которой ты находишься. Окей. То есть он не может теперь разлюбить тебя. Интересно. Что он хочет предложить, но боится? А он боится, хочет предложить тебе союз, но боится его предложить. Поэтому объединение и союз для него страшноват. То есть законный брак, законный союз хочет, но боится. Окей. Тогда давай спросим, какую реальность он уже внутренне примеряет с тобой к себе, да, если он еще там боится. Ну, здесь смотри, здесь звезда, и это реальность чистоты и перспективы. То есть он думает, что когда-то потом, в перспективе, вам ничего не будет мешать. То есть это чистая, ну такая, это абстрактная достаточно реальность. Это чистая женщина, звезда выпадает. Ну, вот такую, которую он со временем придумает себе. Это интеллектуальная карта, то есть это мысли, то есть он видит дальнюю перспективу. Все, пока дальше мы не будем по этой карте ничего добавлять. В чем он готов идти против своих принципов ради тебя? В чем он может себе перечить, да, противоречить? Ну, ради тебя он, по идее, здесь солнце, а здесь звезда. Он, по идее, должен снять звезду с небес. Поэтому где-то он должен перепрыгнуть через свои принципы. Поэтому в чем он готов идти против своих принципов ради тебя, в перспективе он может пойти против своих принципов. А сейчас он против своих принципов идти не может. Ну, так бывает, кстати. То есть вопрос перекрывает вопрос. Сам вопрос отвечает на свой же вопрос, да, против принципов, против себя со временем. Пойдет перспектива рядом, да, то есть нужно время. Ну, соответственно, это же эго, то есть где-то он готов подавить собственное эго. Что в нем просыпается из-за любви? Из-за любви в нем просыпается легкость, окрыленность, динамичность, влюбленность и где-то, может быть, даже желание поторопиться. Да? 8 жезлов, ну, это влюбленность. Из-за любви в нем просыпаются вот эти вот чувства, огонь внутренний. Карты очень интересно сегодня падают и гармонично падают в те места, где они логично звучат. То есть диссонанса нету в раскладе, чистый поток идет. Окей. Поэтому, ну вот, в нем просыпается окрыленность, в нем просыпаются крылья, воодушевленность, влюбленность, флирт, легкость, воздушность и желание стремиться, поторопиться вот в этом процессе, который у вас сохраняется, да, между вами и ним. Давай тогда спросим. Я смотрю на вот эту картину, она такая, да, здесь уже почти сформированная. Что он будет делать? Вот тут скорость, да, вот какое-то идет, солнце, прояснение в ближайшее время. Что он будет делать в ближайшее время? Ну, здесь рыцарь кубков. Он будет тебе объясняться в чувствах. Или откроет тебе свои скрытые чувства. Ну, мы здесь видим Амура рядышком. Очень скоро он руками Амура встрепенет твои локоны и пряди волос. Ну, как-то так почему-то у меня идет. Окей. Ну, то есть он, по идее, должен поведать тебе о своих чувствах, и это будет скорее все-таки в любовном формате, в романтическом формате. А как же тогда он может появиться в твоей жизни внезапно?
Но когда ему будет комфортно, когда он отдохнет, когда он этого захочет. Девятка кубков. А девятка кубков — это человек тут в сауне, в турецкой бане. Ну давай так. Вопрос-то я задал. Вот именно как он может появиться внезапно. Как ему угодно, как ему удобно и как он почувствует, что ему уже пора. Девятка кубков очень эгоистичная карта. И здесь рыцарь жезлов. Контакт должен быть в виде спасения тебя или прихода к тебе на помощь. У меня по-другому нету, и он должен вот такое, по идее, такая ситуация: прилететь, примчаться, прибежать, припрыгать, прискакать, приползти и так далее. То есть он придет спасать тебя, как спасатель. Окей. Хорошо. Что он решит сделать, если ты останешься холодной? Вот ты будешь морозиться, например. Да, звезда. Видишь, почему мы так спрашиваем? Потому что звезда рядом, холодная карта. А он, несмотря на это, вот он все равно будет делать свое дело. То есть, как бы ему трудно не будет, он продолжит к тебе движение. Будет тебя вот, ну это как называется, не преследовать, а добиваться, да, достигать тебя, вот достигать тебя, потому что по девятке жезлов у нас достижение, ну как бы уже сделанное достижение, а десятка это уже ему тяжело, но как бы ему будет тяжело, но все равно он будет это делать, то есть он будет тебя, давай так скажем, домогаться, ну вот, ну так получается, как бы, да. Ну вот давай тогда спросим, ну что его может подтолкнуть к действию, да? Тройка кубков его может подтолкнуть к действию, а по тройке кубков это какой-то праздник, торжество и коллектив. Ну давай так, это какая-то может быть тусовка, в кавычках дискотека, да, ну это не дискотека, какой-то праздник, да, то есть это именно вот место скопления людей, да, вот движение, да, то есть, ну, может быть, какой-то будет праздник, повод будет, да, то есть будет повод что-то отпраздновать, у меня вот такой почему-то идет, или отметить, или вспомнить что-то, да, вот, оказаться в компании, то есть компания тоже может, его можно, по девятке кубков, кстати, тоже в кругу друзей тоже может быть. Окей. Вот что он сделает, когда чувства его дойдут до апогея и станут невыносимыми? Но он даст тебе подарок какой-то, сделает. Преподнесет какой-то тебе очень драгоценный подарок, роскошный подарок. Окей. Как он будет реагировать на твое молчание или отказ? Ой, он будет страдать и будет не знать, что делать. Поэтому можешь пока поморозиться, да. Ну, учитывая то, что карта вот тут выпадала, если будет у тебя молчание какое-то, да, он продолжит. Поэтому все-таки вот эти две карты, они друг друга помогают. И где-то зависимость тут 12 появляется, как повешенный аркан. Поэтому на твое молчание и отказ он будет сходить с ума. Но об этом он не будет говорить, он может и не показывать, но будет страдать. Что решит за вас судьба, если вы оба будете молчать? Ну, представьте себе. Вдруг вы замолчали, а он не пошел к вам, да, не стал вас домогаться, как я сказал. То есть, что решит судьба, если вы оба замолчите? Ну, если вы оба замолчите, это будет печально. Поэтому здесь должен хотя бы один не молчать, услышьте. Но пятерка кубков это мужская тоска, поэтому ему, мужчине, здесь будет, может быть, даже больнее, чем женщине. Имейте это в виду. Но тоже смотрите по ситуации. Не заигрывайтесь, да, если действительно вам дороги эти отношения.
Хорошо, если вы замолчите оба, судьба говорит о том, что будет печально, поэтому подумайте, прежде чем молчать. А вот давай спросим, если вопреки всему, проверим эту карту, он решит идти к тебе, что случится, если он выберет идти к тебе вопреки всему? А случится настоящая магия, и он докажет, что он настоящий мужчина. Если ты так и хочешь, то ставь сейчас на паузу и пиши. Вот пусть и докажет, что он настоящий мужчина, и да пусть случится настоящая магия, и пусть он выберет идти ко мне, ну к тебе, вопреки всему. Ключ, замок, язык. Амен. Да свершится чудо, и магия настоящая, и да пусть он станет настоящим мужчиной, вершителем своей реальности. Да? Да. Ох, и расклад у нас огромный сегодня. Я не знаю, сколько тут карт, но у меня такое ощущение, что прямо сейчас мы наблюдаем вот здесь, да, как какой-то человечек тут наблюдает, да, за каким-то магом. Что мы наблюдаем явление чуда. И вот давай спросим последней картой в этом вопросе, какое послание несет тебе эта история, несет тебе и твоей душе о нем и о ваших отношениях. Девятка жезлов. Достижение. И здесь вот такое будет тебе послание. Если ты будешь достигать, силы свои прилагать и бороться, то ты всегда можешь достичь того, к чему стремишься. Здесь 9 огня, и здесь маг говорит о том, что 1 и 9 это 10 колесо фортуны. Все в твоих руках и в руках твоего партнера. Но вместе вы можете и должны бы идти к цели. И если это движение на достижение, на результат у вас чиста, то и чудо обязательно произойдет. Поэтому достигай, говорят тебе карты Таро, и достигнешь. Дорога откроется и подвластна идущему. И путь длиною в жизнь начинается с первого шага. Если ты сделал уже много шагов, ты можешь продолжать этот путь, если чувствуешь его сердцем. А если ты чувствуешь, что ты готов начать и идти, чтобы достигать, иди, не останавливайся, и все достижимо. Нерешимых и недостижимых целей по сути не бывает, и всегда возможны какие-то магические и волшебные коррекции, намерения и коррекции в твоем пути, на пути к твоей цели в этих отношениях. Девятка жезлов говорит о том, что все может быть, особенно если ты прилагаешь силы и усилия. Мира вам и вашим мирам, берегите себя, любите себя и мир, который окружает вас. Оставайтесь на связи, и пусть этот расклад принесет вам тот необходимый инсайт, подсказку, а может быть даже лайфхак в отношениях, который поможет вам выйти из той ситуации, которая происходит в отношениях на здесь и сейчас. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Побачимось. Па-па.